Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас уже начался месяц апрель, он уже вовсю идет, и давайте скорее посмотрим, каким же этот месяц будет для козерогов. Уважаемые козероги и все, кто интересуется их жизнью, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Сейчас мы с вами рассмотрим общую атмосферу апреля, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех козерогов. Выбирать ничего не нужно. Итак, начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, каким же будет апрель для вас, уважаемые козероги. Так, общая атмосфера апреля. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И вот этот труд, ну и, собственно, рыбка, будет касаться финансовых вопросов. Вы знаете, вас ждут препятствия, преграды, сложности, преодолев которые вы получите, прям, знаете, вот такой большой куш. Карта рыбы – это равносильно тому, что вот поймать золотую рыбку, получить награду, получить хорошую прибыль. И прибыль здесь вот касается именно материального чего-то, да, не признания, не авторитета какого-то, да, то есть есть духовные какие-то награды, эмоциональные, а в данном случае речь идти будет именно о материальных аспектах. И вы, безусловно, должны будете преодолеть трудности для того, чтобы все вот эти вот материальные блага получить. Причем все это у вас получится в самом лучшем виде. Вы не останетесь в проигрыше, вы получите все, на что вы рассчитывали. Но, повторюсь, придется постараться, потрудиться. Давайте посмотрим, что ждет в работе козерогов. Уважаемые козероги, что в работе? А вот в работе, скорее всего, и придется как-то, вот знаете, бороться, доказывать свою значимость, доказывать свою правоту. Рыцарь мечей, да, очень много таких разговоров, в которых много полемики. Нужно будет дипломатично отстоять свои интересы и защитить свою точку зрения. Карьерный рост, успехи в новых каких-то начинаниях. Рыцарь жезлов – это движение вперед в позиции лидера. Да, трудности будут, и вы их умело преодолеете. Поэтому те, кто ждал карьерного роста, возможно, даже те, кто не ждал, его получат. Рыцарь жезлов – это командировки, это прогресс, это движение вперед. И здесь нужно отметить, что все в ваших руках. Вы будете в ресурсе. У вас в руках будут все инструменты, ключи от нужных дверей для того, чтобы реализовать желаемое, реализовать задуманное. Несмотря на трудности, у вас все получится и осуществится максимально положительно, максимально успешно. Теперь давайте посмотрим сферу финансов. Финансы у козерогов. Ой, ну здесь прям про финансы, прям деньги, прям хорошие деньги, много денег. И если есть какие-то траты, то это траты очень приятные. На красивое платье, на комфортную машину, на замечательные какие-то вот такие покупки, которые вас будут радовать. Так, что-то, какой-то вопрос. Но смотрите, судя по всему, в сфере финансов тоже будут вот эти вот трудности, о которых говорилось изначально, да, то есть которые нужно будет решить, которые нужно будет преодолеть, и, собственно, в награду вы получите вот те самые дивиденды. Но здесь изначально стабильная ситуация, здесь изначально с финансами все хорошо. Но, смотрите, у нас и в сигнификаторах, да, на обороте карта метла – это символ того, что могут быть споры, могут быть выяснения отношений с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете. И вот эта десятка пентаклей, она символизирует корыстных лиц, да, то есть и мыши, и десятка пентаклей – это те люди, которые хотят нажиться за ваш счет. Они с вами дружат из чувства корысти, они с вами работают из чувства корысти.
они стараются за счет вашего успеха как-то вот сами прокормиться. И вот такие люди, они доставляют хлопоты, они, знаете, они как балласт тянут вас вниз. И вот со многими из них вы попрощаетесь. Либо же здесь будет какой-то разговор, карта метла, это, знаете, вот расчистить пространство. Либо будет какой-то разговор, когда вам нужно будет поставить определенные условия, да, то есть либо мы работаем дальше, общаемся дальше, но вот делаем то-то, то-то, а вот это не делаем, либо мы вот расстаемся, потому как здесь финансовый вопрос, он на самом деле очень такой актуален. И да, 8 кубков здесь очень у многих отыграется такое, что дороги с теми людьми, с которыми вам больше не по пути, они, собственно, и разойдутся. Давайте посмотрим теперь сферу любви, личной жизни у Козерогов в апреле. Любовь, правосудие, влюбленные. Так, вы знаете, в целом все хорошо в сфере любви. Новых знакомств в апреле я не вижу, новых людей, которые могли бы составить вам такую вот партию, да, то есть стать избранниками, я не вижу. Но с теми людьми, которые уже есть в вашей жизни, здесь все хорошо. Во-первых, очень у многих может отыграться заключение официальных отношений, то есть если вы пара и планировали узаконить ваш союз, то велика вероятность того, что в апреле это случится, да, то есть выбор в сторону официальных отношений. У кого-то может отыгрываться такое, что либо вы, либо один из ваших партнеров, не очень звучит. В общем, здесь могут отыгрываться треугольники, да, потому что и правосудие, и карта влюбленные, и 9 кубков – это такая ситуация, когда наряду с официальными отношениями могут отыгрываться такие вот легкие романтические, да, треугольные. Но в любом случае здесь по 9 кубков все хорошо, никто никуда не торопится, люди понимают друг друга, люди живут в свое удовольствие. Если вы в постоянных отношениях, то здесь речь будет идти о том, чтобы их узаконить, да, то есть прийти к официальному союзу. И никто никуда не торопится, никто никого не давит, все это делается по обоюдному согласию, потому что люди любят друг друга и все хорошо. Для тех, кто четко знает, что треугольники, здесь речь не идет о соперницах, да, здесь речь не идет о том, что там кто-то кому-то изменяет. Если вы по доброй воле состоите вот в этих треугольных отношениях, то да, знаете, что эти отношения, они пока вот в апреле в таком формате и будут продолжаться, причем с удовольствием, с гармонией. Семьи останутся нерушимы, но вот именно момент романтики, он весной будет очень красочен, ярок для вас, очень приятен, да, то есть здесь свидания, здесь романтические какие-то беседы, ухаживания приятные, все вас будет радовать. Ну, карта императрицы – это прекрасная карта. Еще раз повторюсь, независимо от того, в каком статусе вы пребываете в тех отношениях, в которых вы находитесь, да, здесь вас радует все, радует внимание, радуют подарки, радуют ваши чувства, ваши ощущения. Для тех, кто планирует беременность здесь будет отыгрываться в самом таком, знаете, вот положительном ее проявлении. Это тогда, когда мы не что-то делаем наспех, да, и от безысходности, вот срочно нужно. Нет, это беременность желанная, это беременность долгожданная, это беременность, которую мы либо планируем, либо даже это, если нечаянная радость, мы этой радости обрадовались. Да, кубковая королева очень часто отыгрывается как беременная женщина, поэтому вот те, кто ждал прекрасного события, знайте, что все действительно может случиться. Теперь давайте посмотрим совет, к чему стремиться Козерогам в апреле. Козерогам в апреле к чему стремиться? Верховная жрица. Смотрите, ну вам однозначно нужно продолжать движение вперед. 6 мечей. Это прогресс, это могут быть поездки, это переезды, поэтому если вы запланировали данные мероприятия, да, поездки, переезды, путешествия, да, однозначно карты советуют вам это сделать. 3 жезлов – это открытые дороги, это продолжение начатого, когда вы продолжаете реализовывать те планы и цели, которые вы себе ставили.
Вот здесь может отыгрываться это в большей частью в сфере работы, потому что будут трудности, которые могут вас как-то выбить из состояния равновесия. Вот эти трудности, которые выходят горой в сигнификаторах, они могут вас несколько притормозить, остановить. Останавливаться не надо, двигайтесь вперед. Но, вы знаете, Верховная Жрица, не спешите, не делайте поспешных выводов, умейте наблюдать, умейте как-то, вот знаете, оценивать ситуацию очень разумно. И посмотрите, Верховный Жрец – это карта правильности, традиционности, нравственности, да, то есть ведите себя так, чтобы вас оценивали очень достойно, чтобы вас можно было поставить в пример. Чего стоит остерегаться козерогам? Чего стоит остерегаться козерогам в апреле? Предложений, которые будут вам поступать, потому что, еще раз повторюсь, рядом есть корыстные люди, для которых финансы на первом месте, и вот все предложения, которые будут они озвучивать, вы рассматриваете через, вот знаете, более пристальный взгляд. Потому что нужно будет, судя по всему, вот двигаться вперед, да, здесь у нас очень интересно, и в советах движение вперед, и в предостережениях. То есть движение вперед, оно вам нужно, прогресс вам нужен, но все вот эти перемены, все вот эти вот поездки, весь этот прогресс осуществляйте очень внимательно, потому что если отпустите контроль, если на минутку, знаете, так зазеваетесь, то получится, что многие моменты будут упущены, кто-то за вас примет какие-то решения, ну и, собственно, если рядом есть корыстные люди, соответственно, их поступки, они вас потом огорчат и разочаруют, поэтому во всеоружии, в таком, знаете, пристальном внимании, идите, двигайтесь вперед, решайте вопросы, и будет вам счастье, ждет вас награда, как, собственно, и обещают нам карты. Вот такой получился у нас с вами прогноз на апрель для козерогов. Я благодарю всех за внимание. До встречи с вами в новых видео.